Начался сложный месяц для криптовалюты под названием сентябрь, ведь это именно тот месяц, в котором биткоин только 2 раза за всю историю показывал рост. Сентябрь этого года мы также начали на не особо положительной ноте, ведь биткоин продолжает торговаться около 26 тысяч долларов. Но поскольку сейчас биткоин находится на своем локальном дне, а исторические данные показывают, что октябрь и ноябрь являются отличным временем для его роста, нам стоит готовиться к тому, что этой осенью крипта покажет очень хорошее движение, а значит нужно задуматься о покупке перспективных монет, которые имеют самый большой потенциал роста на бычьем рынке. И название этих монет вы узнаете в этом видео. Приветствую вас, друзья, на канале Coin22, с вами Влад, и сегодня мы для вас подготовили топ лучших криптовалют на эту осень. И сегодня в видео вас ждет монета, которая выросла на 50% за один месяц на фоне общего падения рынка, токен, который получил одобрение от очень строгих регуляторов Японии, а также самый любимый альткоин среди инвесторов в 2023 году. Также хочу напомнить, что уже через неделю опубликуют ИПЦ, который постоянно влияет на биткоин и рынок крипты. Поэтому давайте наберем 800 лайков, и видео с подробным прогнозом перед этой важной датой выйдет на канал значительно раньше. За лайки вам заранее огромное спасибо, и теперь без лишних слов давайте начинать. Итак, дорогие друзья, начать сегодняшнее видео я бы хотел с темной лошадки, которая медленно, но уверенно движется в топ-10. И лишь за последний месяц она выросла на 50%, в то время как остальной рынок фиксирует убытки. А называется она Toncoin. Да, это монета самого известного и популярного мессенджера Telegram. Кстати, о Telegram. Пока мы сегодня разберем топ-3 монеты, буквально через одну неделю опубликуют важный отчет ИПЦ, который решит судьбу будущих процентных ставок, что окажет особое влияние на криптовалюту. И чтобы получить предварительный прогноз по ИПЦ, переходи в наш телеграм-канал, где мы публикуем только самое важное. Нас уже 12 тысяч, и мы безумно благодарны каждому, кто следит за нашим контентом. С нашей стороны мы остаемся 24/7 на связи и ежедневно делимся только полезной информацией. Так что подпишись на телеграм по ссылке в описании. Но прежде чем мы узнаем, почему так сильно растет интерес к Тон, хотел бы уделить немного времени его истории создания, ведь так нам будет проще спрогнозировать его будущее. Перенесемся в 2018 год. В то время всеми известный Павел Дуров совместно со своим братом и командой разработчиков создали токен Тон, а точнее Грамм, ведь ранее он назывался именно так. Сначала все было хорошо, проект масштабировали, улучшали собственный блокчейн, и даже им удалось привлечь 1,7 миллиардов долларов на ICO, но праздник испортили ребята из SEC, потому что в 2019 году они подали жалобу на Telegram и назвали Грамм ценной бумагой. В результате Дурову пришлось вернуть инвесторам 1,2 миллиарда долларов и выплатить штраф в размере 18,5 миллионов. Но ставить крест на таком золотом проекте никто не хотел. И начиная с 2020 года за развитие уже переименованного в Тон блокчейна взялась команда Тон Foundation, которая якобы не имеет никакой связи с Telegram и Дуровым. Хотя все мы прекрасно понимаем, что это лишь защита от очередных претензий от SEC. И по факту сейчас братья Дуровы имеют прямое отношение к Тон. Но что такое особенное может предложить Тон, из-за чего он показывает рост на 50% за месяц? Во-первых, возможность создавать ботов стала одной из главных особенностей Telegram. Используя API мессенджера, боты позволяют автоматизировать ряд функций DeFi, например, торговлю на DEX-биржах, управление кошельками, поиск токенов, фарминг и тому подобное. Так вот, такие криптопроекты на искусственном интеллекте, как Unibot, Moonbot и AIMBot, упрощают создание ботов, из-за чего эти монеты продемонстрировали значительный рост во втором квартале 2023 года. И как раз таки этот интерес к чат-ботам привлекает особое внимание на монету Тон. Также, если мы возьмем данные сети, то они показывают, что Тон привлекает значительное внимание инвесторов, особенно за последние 3 месяца. На этой диаграмме от Sentiment мы видим, что социальное доминирование Тон заметно увеличилось примерно в июне, и с 7 июня данный показатель Тон увеличился почти в 9
9 раз с 0,05% до 0,42%. Социальное доминирование изменяет процент упоминания любой крипты в соцсетях относительно 50 самых обсуждаемых проектов, а этот скачок показывает, что за последние 3 месяца тон активно обсуждали на рынке, поэтому интерес инвесторов помог поднять цену тон на 50% вверх всего за 1 месяц. Тон интересен с точки зрения экосистемы, ведь его интегрируют в Telegram, токенами тон можно оплачивать услуги в приложении, прокси-сервер и так далее. А если в целом взять поддержку от Telegram, которым пользуется, наверное, каждый из вас, то это помогает очень просто популяризировать эту монету. На данный момент тон можно купить либо в самом Telegram, либо в криптокошельке, например, Trust Wallet, либо на криптобиржах, которые находятся перед вами. Но самое удивительное то, что монета уже находится на 11 месте, но при этом ее нет на Binance. Поэтому если в ближайшее время Binance залистит тон, это еще больше повлияет на его цену. Касательно подходящего уровня для покупки, то я бы рассматривал диапазон от 1,5 до 1,6 долларов, поскольку наверняка тон немного скорректируется после такого сильного роста за последние пару дней, тем более сентябрь только начинается. Но несмотря на то, что сентябрь это не самый удачный месяц для крипты, участники нашей подписки Coin22 Pro продолжают получать прибыль. Ведь 2 числа все участники заработали от 40% прибыли на шорт-сделке по монете Shiba, от 30% прибыли на падении Доги и еще на многих других сделках. А для всех новичков мы предоставляем бесплатное пошаговое обучение и круглосуточную поддержку, поэтому зарабатывать с подпиской Pro сможет каждый из вас. Наши специалисты следят за рынком 24/7 и уже на протяжении года предоставляют для вас прибыльные сделки. Поэтому если ты хочешь зарабатывать на движении криптовалюты, переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Следующая монета является самой любимой криптовалютой среди инвесторов, ведь за последние 9 недель ее приток нового капитала стабильно растет до 26 миллионов долларов. И это Solana. Да, Solana знают все, и с начала этого года она показала самое активное движение из всех, и на фоне хороших новостей постоянно демонстрирует уверенное движение на 5, 10 и даже 15%. И чтобы вы понимали, насколько Solana отличается от других монет, я для вас подготовил отчет от компании CoinShares. Согласно данным, с начала 2023 года все инвестиционные инструменты, связанные с Solana, принесли приток капитала в размере 26 миллионов долларов, полностью обогнав другие альткоины, в том числе и Ethereum, из-за чего Solana по праву заслуживает носить титул «Самая любимая криптовалюта среди инвесторов». В еженедельном отчете CoinShares отметили, что объемы торгов криптоинвестиционными инструментами за прошлую неделю были на 90% выше среди показателя с начала года, причем отток капитала сократился до 11 миллионов. В общем, за 7-недельный период инвесторы вывели около 342 миллионов долларов, но с начала года инвестиции остаются положительными, ведь чистый приток капитала составляет 165 миллионов. Тем не менее, отток средств никак не затронул Solana, потому что еженедельные новые инвестиции составили 700 тысяч долларов 9-ю неделю подряд, что составляет около 26 миллионов долларов с начала этого года. А если для сравнения взять показатели, например, Ethereum и Polygon, мы увидим, что они фиксируют еженедельные денежные оттоки. Такой положительный настрой Solana связан с несколькими факторами. Во-первых, соучредитель MarketDAO в начале месяца предложил провести форк своего блокчейна в сети Solana, а не на Ethereum, как он планировал ранее. Также в августе платформа Shopify с 2 миллионами активных пользователей в день добавила платежную сеть Solana Pay к своим способам оплаты. Дополнительно, благодаря обновлениям для работоспособности и надежности блокчейна, в этом году был зафиксирован только один сбой в работе сети Solana. А еще вчера стало известно, что Solana сотрудничает с платежной системой Visa, поскольку теперь Visa поддерживает транзакции USDC именно через сеть Solana. Глядя на график, у Solana есть несколько ключевых уровней, где происходят накопления. Первый это прямо тот, на котором она торгуется, то есть 20-19 долларов. Далее можно увидеть диапазон от 15 до 16 долларов, где ее активно скупали. Ну и самая приятная цена для Solana находится на уровне 13-14 долларов. В идеале стоит подождать коррекцию к 13 долларам, но первое накопление можно сделать в ключевом диапазоне 15-16 долларов, чтобы не упустить такую цену. Но при этом обращайте внимание на новостной фон, ведь Solana очень сильно любит реагировать на различные события. Ну а завершает наш сегодняшний топ монета с небольшой капитализацией, но большим потенциалом на рост
уже этой осенью EOS Network. С технической стороны блокчейн EOS нас мало чем удивит, ведь как и многие другие, он быстрый, недорогой и подходит для создания собственных проектов. На своем старте в 2018 году EOS получили скромные $4 миллиарда на ICO, и в первые годы существования на рынке не показывал особых результатов. Но в конце прошлого месяца EOS был одобрен для торговли на японских биржах. Это одобрение EOS Network получил от важной японской ассоциации обмена виртуальными и криптоактивами. EOS будет торговаться по отношению к японской иене на регулируемых криптовалютных биржах Японии. И самое интересное, что в Японии регулируют только биткоин, эфириум и несколько альткоинов. Но теперь и токен EOS становится в ряд с такими популярными монетами. Торговля токенами EOS начнется в середине сентября на Bitrade. Это ведущая торговая площадка криптовалют, которая имеет специальную лицензию и регулируется агентством финансовых услуг Японии. Учитывая, что контроль со стороны регуляторов очень строгий, попасть на Bitrade может далеко не каждый, и после полноценного листинга на торговой платформе может повториться такая же картина, как и у Bitcoin Cash, когда его залистили на новую американскую биржу совместно с биткоином и эфиром. Поэтому японские инвесторы явно будут заинтересованы купить новую крипту, ведь выбор на Bitrade небольшой. EOS движется синхронно с остальными альткоинами и сейчас находится на своем локальном дне. Но поскольку в середине сентября он будет доступен для японских инвесторов, добавить его к себе в портфель на небольшую сумму под это событие будет очень даже неплохим вариантом. Но не забывайте, что альткоины очень волатильные, и составлять весь свой портфель исключительно из них будет грубейшей ошибкой. Я говорил и буду говорить, что 70% вашего портфеля должен состоять из биткоина, 20% это эфир, и оставшиеся 10% можно распределить в альты, так что не игнорируйте это правило. А на сегодня вот такой топ у нас получился. В комментариях можете поделиться вашим топом на эту осень. Не забывайте переходить в наш Telegram, ведь там мы также часто делимся интересными монетами. Ну и конечно же жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вам желаю удачи и всего самого наилучшего. До скорых встреч!